Итак, у нас сегодня вывязывание чашечки. Данное видео посвящено вывязыванию вот такой вот чашечки с лепестками. Последовательность так же, как и вязание нашего цветка, то есть мы идем порядно, вывязывая друг над другом. И смотрите, какая у нас особенность. Если есть вязание вот этого цветка, когда дно, скажем так, чашечки не закругленное. Это мы когда не стягивали вот крайние ряды. Что я делала? То есть я последовательно, когда вязала ряды, на завершении я их прикрепляла на предыдущий ряд, на крайний предыдущий ряд. Вот крайнюю петлю захватывала, и тем самым он поворачивался. Если у вас ровный ряд, вы не захватывали, вы можете его пройти по контуру всего этого ряда, захватывая через петлю. Смотрите, чтобы главное, чтобы он у вас закруглялся, вот этот ряд. То есть провязывая, вот я сейчас провязываю уже по готовому ряду, да, а вы будете провязывать, например, по ровному. Вы просто чуть-чуть смещаете ваш крючок, то есть не в каждую петлю, а через петлю ввязываете бурдон. И я бы, вам бы могла посоветовать без бурдона это стянуть вправо и влево столбиками без накида пройти. Но когда вы с бурдоном идете, лишние ряды, они вам уже не понадобятся. А сейчас я показываю, как мы продолжаем вязать по внутренней части чашечки, да, по кругу. И вот здесь я не стягиваю. Вот здесь я не стягиваю, потому что у меня полукруг это тоже сформирован. И я просто ввязываю в уже готовые петли. Вот они даже на просвет видны нашего ряда. Я просто ввязываю бурдон по контуру. Не сильно увеличиваю количество столбиков, чтобы он не выпуклый был. Просто слежу, чтобы было ровно, аккуратно и симметрично по отношению к правому и левому краю. Вот здесь вот я закругляюсь по внутренней части, выхожу уже к противоположному краю лепестка. Ну, вот я думаю, здесь нужно, не нужно. Смотрю симметрию, потому что идеально симметрично нет возможности это сделать. Если у кого-то глазомер идеальный, а это имеет место быть, есть вот прям такие перфекционисты идеальные, то это очень-очень хорошо. Вот. У меня чаще всего, вот я вам говорю честно, это чаще всего идет сбой, поэтому я первый образец всегда пишу, считаю, чтобы у меня вторые, третьи, четвертые цветы были или мотивы были одинаковые. Вот, провязываю несколько раз, иногда распускаю несколько раз для того, чтобы выровнять. Вот посмотрите, без обвязки она была, вот эта часть чашечки несимметрична. Сейчас обвязкой я выравниваю эту симметрию, потому что мы ряды шли, вывязывали не то есть друг за другом, да, вот так, друг за другом. И у нас, соответственно, первый ряд был начинающий бурдон, а здесь уже завершающий, да, и уже обвязка внутренняя, то есть здесь подтягивание было, а здесь, наоборот, немножко вот такая вот изогнутая в другую сторону линия. Вот так вот. И дальше мы просто смотрим, чтобы наша чашечка была закругленная. Насколько дальше мы провязываем, да, смотрим. Так, еще раз вот посмотрите, вроде бы достаточно. И теперь мы поворачиваем. При повороте видна вот эта
выпуклая часть. Насколько она нам нужна, вот выпуклая часть лепестка. Ну, я бы ее... Вот смотрю и думаю, надо ее ввязать или не надо. Будет ли для цветка это красиво или некрасиво. Видите, вот здесь это утюгом отпарится. Благодатная нитка тюлип, потому что утюг ее еще дальше формует. Ну, можно поворачивать уши. Если я начну вывязывать сюда, у меня уже симметрия по кругу завершится. И теперь вот здесь вот нам нужно закруглить внутрь, да. Мы не в каждую петлю, а через петлю именно по тому скруглению, которое нам нужно, мы его формуем, вот эту чашечку. Если мы в каждую начнем вязать, мы выровняем ровный ряд, у нас будет ровная линия. А если мы начнем уменьшать через одну петлю, тогда у нас будет здесь немножко уменьшенный ряд по отношению к предыдущему. Так, вы смотрите, видите, бурдон, как бы такой выпуклость. Мы его подтянем, потому что сейчас мы прям ровную эту чашечку формируем. Вот не идеализируйте ее до идеальной ровности, потому что потом будет закругление, вот, потом будет по кругу закругление, и она закруглит свою форму по тому, как нам необходимо, по той визуальной гармонии, потому что именно гармоничное визуальное восприятие этого цветка и этой части цветка, оно нам дает дальше движение крючка. Мы, знаете, вот такое ощущение, что мы вот как будто линию рисуем. И очертив эту линию, мы продолжаем дальше. Ну, что я сделала? Я не вывязала вот здесь лепесточки внутренние. Вот эти лепесточки внутренние. И что я сделаю? Я откладываю бурдон, прохожу сюда. Так, нитку наверх выворачиваю. Выхожу на этот ряд. Так вот прям тамбуром пройти. Иногда нет желания распускать. У меня сейчас нет желания распускать. Я выхожу вот на этот ряд, бурдон отложила и пытаюсь подцепить ту ниточку, по которой я сейчас пройдусь, и она у меня будет как контрольный ряд, по которому я буду вязать наши лепестки на чашечке. И все. И сейчас я начинаю вывязывать. Вот видите, я подхватила, вывяжу сейчас их, пройдусь еще раз тамбурным швом, вот сюда дойду и продолжу формировать чашечку. То есть вот сейчас я изменила схему. Нет стандартной схемы на вязание, но нет ее, понимаете? Сколько мастериц, столько и схем, столько и движений. Вы можете даже несколько цветов связать, и они у вас все будут разные, независимо от того, насколько вы будете стараться их идеализировать и в одинаковые вязать. Вот они будут все разные. Единственное, что вам такая моя рекомендация, если вы будете симметричные цветы вязать,
то обязательно прописывайте схему для них, вернее, количество столбиков на определенный лепесток, на определенный цветок. То, что я вам рекомендовала. Вот смотрите, обратите внимание, я провязала 3 лепесточка по контуру чашечки. А почему я без видео? Потому что это очень тонкая работа, и мне нужно тщательно находить вот эту петельку, которая находится на основании чашечки. И я приближала это к своим, как говорится, вязание изделий к своим поближе к глазам, не через камеру. Но вам сейчас покажу, вот первый, второй, третий связала, вам покажу, как я это делаю. Я сейчас постараюсь максимально освещение и добавить, чтобы мне было видно через камеру. Немножко темноватый оттенок нитки, поэтому чуть-чуть такая вот техническая заминка, сложность в нитке. Подхватываю вот тут нитку, делаю столбик без накида, вяжу 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, провязываю по этому ряду столбики без накида, 1, 2, 3, и вот даже в петлю, где столбик без накида, сейчас, минуточку, вот, в петлю, где столбик без накида, я тоже ввязываю столбик без накида. И у меня уже вот такой вот лепесточек сформирован. Я его связала. Дальше я нахожу рядышком петлю и опять столбиком без накида ввязываю. Почему все время столбиком без накида? Не соединительный. Ну, чтобы у нас такой был платформочка. Такая вот платформа для листиков. Вот в этом цветке у меня они наизнанку смотрят, потому что я останавливалась, нитка у меня поворачивалась, и я вот так вот разворачивалась, у меня нитка была с этой стороны, и они у меня наизнанку шли. В этом цветке они у меня на лицо смотрят. Поэтому я вот вам настоятельно рекомендую, чтобы у вас на каждый цветок была вот именно своя последовательность, своя схема. То есть этот цветок у меня уже другой, он у меня уже побольше, потому что он для другой композиции. И при вывязывании лепестков у меня произошло изменение схемы. Вот, поэтому и ряд идет вот этих лепесточков возле чашечки с лицевой стороны вывязывается. Но меня это не пугает, я проутюжу, и они будут вот такие вот так вот смотреться. Если очень я захочу, чтобы они прям не укладывались, вот так не падали, да, вот я очень захочу. Хотя меня не смущает, что они вот так вот падают, потому что здесь чашечка будет, и они могут быть вот таким живым исполнением. Но если меня это не устраивает, я просто вместо этого ряда тамбурного пройду, вот вместо этого я пройду вот здесь тамбурным рядом и вернусь опять к бурдону. Продолжаем вязать легких петелек. А теперь вот смотрите, вот я завершила вязание этого лепесточка, и я пошла по краю нашего ряда за заднюю полупетлю, захватив вязание.
Не принципиально, за заднюю полупетлю или за обе полупетли захватываем. Нам главное дойти до бурдона и продолжить вязание. Так, вот смотрю, многовато нам столбика с накидом. Ой, столбик без накида. Высоковатый. Прохожу тамбурным швом. Так, прохожу и дохожу до бурдона. Так, вот он уже бурдон. Все, я уже подхватываю ниточку бурдон, соединяю столбиком без накида, поворачиваю, и можно уже по этому ряду за 2 полупетли предыдущего ряда ввязывать бурдон. Вот этот ряд, он не будет выбиваться сильно из общего взгляда, из общего рисунка. Поэтому так, что у нас тут все закончилось. Вяжем, подтягиваем, тут расслабилась нитка, разворачиваемся, поправляем все, находим первую петлю, в которую можно ввязаться предыдущего ряда, и аккуратненько провязываем. Так как тамбурный шов у нас туговатый, поэтому у меня рука сразу ушла на столбики без накида. Но я все равно добьюсь этого момента, чтобы по тамбурному шву обвязать. Возможно, я сейчас полностью его обвяжу. Сейчас я попробую. Да, мне легче было обвязывать полностью и тамбурный шов, и предыдущий ряд с бурдоном, который был, вот, захватывая ниточку именно от предыдущего ряда на бурдоне, и провязать. Смотрите, как аккуратно получается. Угу. Вяжем дальше. Даже если у вас получилось, что вы в каждую петельку вяжете вот именно предыдущего ряда, когда подтягиваете бурдон, он закругляется. Он такой вот трансформер. Сейчас попробую еще на боковую вот тут петлю ввязаться. Хочу закруглить, чтобы ступеньки не было. Вот, подхватила ее и разворачиваюсь. Сворачиваюсь, и сейчас я уже будет завершающий ряд. Нашей чашечки. То есть, когда я вам первую схему давала, теоретическую, это тоже как вариант. Вот сейчас практический. Это первый, это второй вариант провязывания чашечки с листиками.
что-то не захватило. Так. Уже разлохматила. Сейчас я подтяну все. И вам покажу, как завершение делаю. Так. Угу. Еще раз подтягиваю, разворачиваюсь и смотрю, нужен мне ряд или нет. Мне не нужен, я сейчас буду выходить на стебелек. На стебелек просто поворачиваемся и до середины доходим. Тут у кого сколько петель будет, просто мы до середины чашечки доходим. Стебелек у нас в центральной части чашечки растет. Поэтому мы именно до серединки довязываем бордон. А дальше мы начинаем вывязывать наш стебелек по схеме, которую я вам выложила в чат. Вот смотрю, серединка или нет. Вот я бы еще вот сюда ввязала один столбик. Так, вот мне через камеру не очень видно, но сделаем попытку. Вот сюда. Вот теперь будет оттягивание равномерное, и тогда уже ну, как бы центральная часть стебелька визуально смотрится. И вяжем. Соскальзывает у меня немножко нитка, и я сильно натягиваю вот эту часть нитки, вот сильно, потому что она должна быть в хорошем натяжении, чтобы все петли легли ровно. Но это только на камеру. Ну вот, мои хорошие, смотрите. Ай, какая красота! Скоро я вам покажу фотографию, как у меня смотрится эта лилия на моем жакете. Вот. Легких петелек. И задавайте вопросы, если есть, если какие-то сложности, пишите в чат.